Привет, я доктор Берг. Давайте поговорим об очень интересном веществе — дофамине. Дофамин — это нейромедиатор. Это то, что, подобно гормонам, переносит информацию или сообщения по нервной системе, в то время как гормоны переносят сообщения по кровотоку. И действие этого нейромедиатора вызывает чувство удовольствия. То есть он отвечает за удовольствие. Он делает много чего, что связано с радостью и даже движением. При нехватке дофамина у человека может быть тремор покоя, то есть Паркинсон, но сейчас не об этом. В основном дофамин связан с удовольствием. Это гормон радости. Еще он придает нам жизненных сил. Если можете себе представить, я не призываю принимать кокаин, но это ощущение можно представить. Человек чувствует интенсивное удовольствие, ощущает способность справиться с чем угодно. И лишь потому, что кокаин и другие наркотики стимулируют дофамин. Так что сами по себе физические ощущения дает человеку дофамин, а не сам наркотик. Наркотик лишь провоцирует организм вырабатывать больше дофамина. Я вот о чем. Почему бы не поднимать дофамин естественным способом? Если у человека дефицит дофамина, у него нет мотивации, ему не хватает драйва. Он чувствует себя вымотанным, забывает о своих целях, зависимости. Человек становится слабовольным. Нет настроения, тревожность, депрессия, тремор покоя и тому подобное. Как видите, это очень популярный нейромедиатор. Люди стараются повысить его уровень всевозможными способами, особенно наркотиками. А что же вызывает дефицит дофамина? Злоупотребление кофеином. Любопытно, поначалу от кофеина мы чувствуем себя хорошо, но если употреблять его слишком много, со временем выработка дофамина снизится. Алкоголь снижает уровень дофамина. Некоторые наркотики, кокаин и тому подобное. Даже психотропные препараты, Прозак, Паксил, Велбутрин. Все они повышают уровень дофамина. Так что со временем его резерв истощается. Такой вот обман. Дофамин повышается, а потом снижается. То же самое с наркотиками. Если вы зависимы, резерв дофамина истощится. И это вынуждает вас со временем принимать их еще и еще. Инсулин. Сахар истощает резервы дофамина. Стресс истощает резервы дофамина. Кортизол надпочечников истощает резервы дофамина. Если у человека понижена кислотность в желудке, он не может переваривать белки. В результате возникают трудности с выработкой всех нейромедиаторов. Развивается нехватка многих нейромедиаторов. Я вот о чем. Как узнать, что кислотность в желудке понижена? Что ж, страдаете ли вы изжогой, кислотной отрыжкой, несварение? Это признаки того, что у вас, возможно, низкая кислотность в желудке. С возрастом ее нужно больше. Просто принимая яблочный уксус или бетаиногидрохлорид, можно повысить резервы нейромедиаторов. Дальше, стресс надпочечников. Внутренняя часть надпочечников производит дофамин. Так что, если надпочечники выгорели или истощены, нужного уровня дофамина не будет. Хронический стресс истощает резервы нейромедиаторов. И не просто дофамина, а всех нейромедиаторов. Вот что с этим можно сделать. Конечно, употреблять поменьше кофеина и алкоголя, никаких наркотиков, сахара, снизить стресс, повысить кислотность, поддержать надпочечники. Из нутриентов можно принимать тирозин. Это натуральная аминокислота, прекурсор дофамина. Можно принимать L-тианин, тоже прекурсор дофамина. Он поможет восполнить резерв. Это натуральная аминокислота. Витамин D. Побольше бывайте на солнце, чтобы восстановить резервы дофамина. Витамины В6 и В5 — это два витамина группы В, необходимые для производства этого нейромедиатора. И в других видео я уже говорил, что все это истощает резервы этих нутриентов, так что они могут не понадобиться, если завязать вот с этим. Упражнения повышают уровень дофамина. Как видите, с этой проблемой можно бороться. Я просто хотел, чтобы вы побольше узнали о гормоне, который за этим стоит. И если у вас есть симптомы, о которых я говорил, нужно принимать меры. Спасибо за просмотр. Дубль 5. Поехали. И Голливуд по мне плачет. Нажмите кнопку «Подписаться». Выкинем это. До новых встреч, и я буду
Я вам... Нажмите... Да, вы будете получать уведомления. Точно, уведомления. Все-таки вспомнил. Нажмите кнопку ниже, чтобы получать уведомления о новых видео.